Знаете, еще года 3-4 назад мне казалось, что нет такой компании, которая способна составить Blizzard'ам конкуренцию. Я беру в расчет не сколько бюджеты и доходы, ибо та же Electronic Arts, покрупнее будет. Я скорее беру количество и качество тайтлов, и самое главное, качество их поддержки. Я думаю, со мной многие согласятся, что когда Blizzard держали вот эти все кучи своих игр, причем успешных, даже не беря в расчет World of Warcraft, про него вообще отдельный разговор. Но вот взять тот же Overwatch, доминацию в РТС киберспорте за счет Варкрафта и Старкрафта, Hearthstone на своем пике, HOTS, который показал крайне необычный подход к моба-жанру и показал, что моба может быть интересной и веселой для обычных казуальных работяг, и, что самое главное, разнообразной. Еще более разнообразной, чем обычная. Когда их этакий союз с Activision'ами был реально союзом, я бы даже сказал симбиозом, и эти компании дополняли друг друга. Те же Bungie со вторым Дустаном с ними сотрудничали и были очень в тему во всей этой компашке. Ты верил, что да, эта компания реально могет и делает для работяг. А потом все изменилось настолько резко. Впрочем, это уже совсем другая история. И знаете, в чем забавность? Я недели 2 или 3 ломал голову, какой ролик выпустить первым. Историю Близов с моей аналитикой или этот видос. Ведь в некотором роде этот ролик является весьма сильным спойлером к видосу по Близам. С другой стороны, некоторый упадок и изменение политики Близов никому уже не открытие, все и так знают, что с компанией творится некоторая дичь. Так что в ролике по Blizzard'ам мы будем разбирать причины и следствия подробно. Да, там очень много интересных нюансов. И сразу после ролика по Blizzard'ам я займусь обзором на World of Warcraft. Думаю, время пришло. Ставь лайк, если рад. Но сегодня мы это все перепрыгнем, ибо нас интересует следующее. Да, Близы немножко ослабели. Да, это факт. И было довольно очевидно, что этим ослаблением кто-то да воспользуется. И этой компанией стали Riot Games. И глядя на их политику сегодня, на их roadmap, их курс, почти все игровые журналисты и аналитики сходятся в одном. Они объявили войну Blizzard'ам. Не только им, конечно, но именно они наносят Близам страшнейшие удары. Меня зовут Даниил. Вы на канале Котей, где я разбираю различные онлайн-игры и не только. Сегодня мы поговорим о том, как из маленькой компании Riot превратились в главных конкурентов метелицы. Поговорим о их нынешних играх. И, конечно же, подробно разберем все, что связано с их новой ММО, которая в будущем рискует, конечно, пусть не убить World of Warcraft. Выражение «убийца WoW» уже стало мемом, но как минимум нанести ему очень серьезный удар по кошельку и, возможно, задать новое направление всего ММО жанра. Перед началом лишь попрошу не забыть поставить лайк после просмотра этого ролика, если тебе он будет интересен. Я с ним чуть-чуть перезаморочился, 2 недели его клепал, серьезно. Давайте наберем хотя бы 3000 лайков, чтобы как можно больше людей увидело этот видос и мои старания окупились. Начинаем мы сразу после короткой рекламы. Как известно, там, где собираются двое, сразу возникает экономика. Поэтому, едва появились первые онлайн-игры, народ тут же принялся строить виртуальный капитализм. Сначала все торговали на доверии, вскоре это царство лохов, то есть молодой рынок, наводнили мошенники всех мастей, тут же превратив его во что-то среднее между Диким Западом и Вестеросом. Все норовили наебать всех, прежде чем наебут их. В результате мораль в комьюнити падала, а подозрительность напротив росла. Так появились гаранты. Они предлагали проследить за тем, чтобы и продавец, и покупатель в результате получили обещанное, и никто никого не обманул. Но одних гарантов навык мошенничества был прокачан настолько, что позволял наебать обоих участников сделки сразу. У других же комиссия была такая дикая, что это почти напоминало наебалово. Да и мир не стоял на месте. Новые игры выходили постоянно, и в каждой была своя валюта, ключи от кейсов, питомцы и прочие золотые автоматы. Ну и, конечно же, свои 120 уровней, которые нужно было вдрочить. На поиск нужного предмета или услуги теперь требовалось времени больше, чем, собственно, на игру. Приходилось сидеть в тематических форумах, ловить предложения и при этом еще следить, чтобы тебя не кинули. Затем появились магазины, торговать стало безопаснее, но их ассортимент вызывал смех, заказы обрабатывались через жопу, зато наценка была конская. Короче, гроб, кладбище, гейм-овер. Но это пока биржа FunPay не появилась. Эти ребята вместо людей посадили роботов, чтобы те обработкой заказов занимались. Кормить роботов не надо, так что и комиссию за сделку установили небольшую. Потом прикрутили контроль безопасности, как гарант, только кидать не умеет. Ну и ассортимент расширили настолько, что магазинам только локти кусать остается. А главное, даже если у одного продавца нужный товар закончился, его можно попросту взять у другого. Короче, больше никаких анальных болей, только фан, профит и любимые игры. Итак, давайте небольшую предысторию, что вообще это за такая компания Riot Games. Началось все больше 10 лет назад, когда двух студентов с бизнес-факультета из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе объединило общее хобби, не относящееся к их специальности, как это часто бывает. Марк Мэрил и Брэндон Бек должны были стать банкирами после обучения, грубо говоря. Но вот это их все как-то не особо интересовало. Зато парни были большими любителями поиграть в StarCraft и EverQuest. После учебы они, правда, разминулись. Бек работал в крупной консалтинговой фирме,
фирме, совершенно неважно в какой. Мэрил же работал в банке. Им наскучила работа и повседневка, так что они вернулись в Лос-Анджелес. Они жили в маленькой квартирке. У них еще был такой стол большой в форме буквы L. На нем стояли два компа, на которых те задротили. И да, суть в том, что половину своего свободного времени, которого у них было теперь до хрена, они тратили на игры, а другую половину на срачи и споры с разрабами видеоигр на тематических форумах. И, конечно, их очень разочаровывало, что разрабы не слушают и не хотят слышать игроков. Они решили, что могут сделать лучше. Так началась история самой популярной моба в мире, а также история команды Riot. Кстати, ты ведь помнишь, что у меня есть Twitch-канал, где я регулярно стримлю WoW, ТСОшку эпизодически гоняю и всякое другое, на что хватает времени. Там очень ламповая атмосфера, конкурсы, иногда Марьяша стримит свой Genshin Impact. В общем, много интересного. Ты заходи обязательно, буду очень рад тебя видеть. Так вот, по Лиге Легенд. Ясное дело, что двое были любителями игр Blizzard, в особенности StarCraft и Warcraft 3. Огромным плюсом Близов было то, что они поддерживали свои игры, даже если переходили работать на другие какие-то проекты. И даже тогда в их играх оставалось очень активная и крупная комьюнити, которая устраивала турниры, пилила моды, кастомки. Выделялись тогда две кастомки: StarCraft Aeon of Stride и Dota All Stars для Warcraft 3. Эти кастомки представляли собой совершенно новый и совершенно свежий тип геймплея, который состоял не в управлении целой армией, а лишь отдельными героями, при этом сохраняя крайне высокую динамику боя и акцент на продумывании стратегии. Мэрилу и Беку это очень зашло, и они начали упарываться именно в такие игры. Первым человеком, которого они наняли, стал Стив Фиг, или же Гинсу. Человек, который работал над Dota All Stars. Плюс еще несколько человек. И так открылась Riot Games в 2006 году. Конечно, изначально LoL выглядел совсем иначе от той лиги, в которую вы, возможно, играете сейчас. В ней была та же структура, да, она называлась мультиплеерной онлайн-ареной или же моба, но это все равно был лишь набросок игры. Даже проект назывался Onslaught, в переводе «нападение». Как вспоминает Мэрил, название было ужасным. На саундтреке играл лишь металл, вместо миньонов были какие-то неказистые зомби. Игра прошла множество итераций, и поначалу она была просто плохой. Но главное, что там можно было кишки наматывать в течение 10 минут, ну или просто хотя бы грабить караваны. Извините, я 2 года жду такую игру. В общем, поначалу они планировали просто быть разработчиками и делать игры. Не собирались создавать издательский бизнес, если так можно выразиться. Но когда они встретились с первыми издателями, поняли, что их лучше не подпускать к рулю. Они слишком привязаны к классическому циклу выпуска продуктов. В случае с игрой Riot издатели просто говорили о игре как про обычную крупнобюджетку, которая попадет на полки магазинов в коробках с дисками. Еще много чего они говорили про интеллектуальную собственность, о потенциале выпуска сиквелов на Лигу Легенд. В общем, это все шло вразрез с идеей Riot, ибо те хотели создать в первую очередь онлайн-проект, нацеленный на взаимодействие игроков, который бы постоянно рос, изменялся и развивался. Плюс они очень хотели сделать его бесплатным, получая прибыль с необязательных микротранзакций. А стоит напомнить, что в 2007-м мало кто из издательств считал такую форму фри-то-плея успешной в принципе. Ирония. В общем, остались Riot без издателя, вернулись домой и начали искать способы финансирования в других местах. В 2007 же они отбросили стилистику Onslaught, как и название. Игра стала называться League of Legends Clash of Fates. В 2008 году Лигу Легенд впервые показали людям. Riot запустили при альфа-тестировании. И тогда они подписали соглашение с китайским гигантом Tencent, который взял на себя распространение игры в своем регионе. И сказать, что им повезло, это ничего не сказать, потому что партнерство с зарубежной компанией на таком раннем этапе — это маленькая, но уже победа. И Мэрил с Беком уже размышляли о Лиге Легенд с точки зрения потенциала на международном уровне. И самое важное, Tencent их понимала, в отличие от американских издательств. Были во время разработки игры, конечно, и негативные моменты. Например, когда в 2008 году им пришлось переписывать серверную часть собственной игровой платформы, и это очень сильно ударило по срокам и финансам. Чтобы успеть к выходу, Riot бросили все силы на бэкэнд игры и давай полировать все грубым напильником, дабы осенью 2009-го игра открыла свои врата. Абсолютно бесплатная киберспортивная моба Лига Легенд с 40 героями на старте поразила игроков. Она очень отличалась от рынка AAA игр, и никто даже не предполагал, что игра взлетит так сильно. Спустя 2 месяца число пользователей составляло 100 тысяч, и дела поперли в гору. Игра была, конечно, далека от совершенства, с балансом там творилась просто лютая дичь. Герои были настолько переапанные и сильные, что этот самолет в некотором роде пришлось достраивать
застраивать уже в воздухе, когда тот взлетел. Благо, что деньги китайских инвесторов позволили им более-менее укладываться в сроки. Другим важным фактором успеха игры был очень быстрый взлет киберспорта. И Riot этому только способствовали, ведь еще до выхода игры они запланировали собственную профессиональную лигу Ultimate Gaming Liga. И к лету 2010 года соревновательная сцена Riot выросла просто невероятно. Так что в 2011 году прошел первый соревновательный сезон над DreamHack, где помимо лиги народ бился в CS и StarCraft 2. Они решили запустить трансляцию из зала, и через несколько минут эту трансляцию смотрело больше 100 тысяч человек. Успех. Я, конечно, не буду затрагивать уж полную хронологию Riot, этого более чем достаточно для понимания компании. Скажу лишь, что самым важным и в некотором роде переломным моментом для компании стала покупка контрольного пакета акций компании Tencent. То есть, если раньше Tencent были просто акционерами, то сейчас Riot по сути принадлежат Tencent, об этом поговорим чуть позже. Суть в том, что за 10 лет компания Riot Games, именно Games, выпустила по сути одну максимально успешную игру. Даже была шутка от фанатов, что компания должна называться Riot Game, и они решили это исправить. Количество сотрудников Riot Games превышало 1000 человек, и большинство ходило на работу и работало, конечно же, над Лигой Легенд, да. Но есть небольшой процент, который работал в секретной части офиса, куда попадают только избранные. Отдел исследований и разработки, или же Research and Development. Там самые профессиональные профессионалы, уж простите за тавтологию, работали над новыми идеями, концептами и прочим. И каждая такая идея может переродиться в проект на $1 миллиард. Многим идеям, конечно, не суждено увидеть свет, какие-то вещи просачивались, например, цифровая карточная игра по Лолу, информация о которой утекла в сеть именно в 2013 году. Плюс у Riot никогда не было отдела сценаристов, он появился довольно поздно. Подразделение Foundations начало перерабатывать весь бэк и лор вселенной Лиги Легенд. Плюс, я думаю, мало кто будет спорить, что те же Riot намного адекватнее и намного ближе к народу. Вспомним хотя бы новость с хроношифтом из последних, где Z в Дискорде предлагал разрабам на мировую пойти без судебных разбирательств. В скандале с сексуальными домогательствами и сексизмом главы Riot тот был признан невиновным. Да и вообще скандалов, связанных с Riot, не так и много. Самое крупное — это 2 года назад, когда более 150 сотрудников устроили забастовку против политики компании. Там типичная проблема с вечно ущемленными меньшинствами. Ничего особенного, то было, как говорится, давно и неправда. Ну и к слову о компании Tencent, которая сейчас владеет контрольным пакетом акций компании. И у многих есть претензия, что из-за этого компания якобы прогибается под Китай. Но начнем с того, что сейчас вся игровая индустрия под Tencent'ами. Tencent является важным акционером Activision Blizzard, ей принадлежат Grinding Gear Games, создатели PoE, и еще куча всего. Да, некоторое подстраивание под китайский рынок, конечно, есть, но не то чтобы сильно и большое, если так посудить, потому что игры и стиль Riot изначально максимально были предрасположены к Азии, а Tencent в процесс разработки лезет очень слабо, ее интересует только прибыль, сам творческий процесс чаще всего вообще не волнует. И по сути, единственная проблема Riot — это малое количество игр, и они решили это исправить. И на юбилей в 10 лет компании Riot анонсировали целую кучу новых игр, и сейчас, на 2021 год, у нас по их играм вот такой расклад. Во-первых, на аутсорсе делается платформер, но это пофигу. А вот что интересно, это сюжетная JRPG, то есть пошагово-тактическая. Прям конкретно сюжетных игр у Riot еще не было. Ждем-с. Находится в разработке файтинг по Лиге Легенд. К сожалению, он не успевает выйти в этом 2001 году, но это ладно. Идея с бесплатным кроссплатформенным файтингом — это же гениально! Учитывая разнообразие чемпионов Лиги, это будет тотальное смешение, наверное, всех файтингов понемногу с точки зрения стилистики, где будет место фанатам любого файтинга как такового. И Mortal Kombat с персонажами-рукопашниками, и для фанов Killer Instinct, где Варвик в роли Сейбервулфа, ха-ха, персонажи-мечники для фанатов Soul Calibur и тому подобное. Конечно, будет решать исключительно механика, комбо, баланс и многое другое. Файтинги — это просто великолепнейший и очень сложный жанр, и почему файтинг Атриотов выстрелит, как и их другие игры, я расскажу немножко позже. Тут дело в подходе. Затем относительно недавно релизнулся Valorant. В эту игру не верил вообще никто, ее не обосрал только самый ленивый, и по инерции до сих пор потихоньку чехвостят. Но, если отбросить синдром утенка и предвзятость, Valorant оказался охрененно удачным проектом. Это, по сути, идеальный вариант, как усесться на все стулья сразу. Во-первых, механика стрельбы и, можно сказать, набор пушек были скопированы с CS. Очевидный ход по завоеванию аудитории контры, которая уже многих успела подзадолбать, и они бы хотели чего-то новенького, но аналогов контры особо-то и не было адекватных. Ну не в Crossfire же играть. Теперь есть, причем механика стрельбы почти та же самая, очень быстро привыкаешь и адаптируешься. Во-вторых, это стилистика и игровые фишки. Собственно, легкая мультяшность, крайне низкие системные требования, чтобы FPS под косарь взлетел, ну либо просто на тостерах пошел. И, конечно, фишки агентов, их способности, которые тоже очень не
кисло разбавляют тактичность. Ну и ясное дело, бесплатность, причем честная. И самое важное, это поддержка киберспорта уже на старте игры, то есть сразу турниры, лиги, дропсы на Твиче, привлечение стримеров. В общем, очевидно было, что на старте игру будет чехвостить старые пердуны, да, но сейчас Valorant крайне популярен и на Твиче на очень высоких позициях и оставил далеко позади тот же Overwatch. Также у Riot есть ККИ, то есть картишки, этакий ответ Хардстоуну. В некотором роде ситуация с Legend of Runeterra действительно забавная. Эта игра оказалась бомбой замедленного действия, подложенной под Хардстоун. Понятное дело, что когда она только вышла, она не могла и даже не пыталась конкурировать с ХС. Она затаилась. Как мышь крадется, вот так же и она. Игра спокойно наращивала контент, вводила новые карты, полировала баланс, подготавливала комьюнити, чтобы те немножко научились играть, собирали деки. Riot же выжидали, пока ХС не оступится и не начнет надоедать людям. Сильно долго ждать не пришлось. ХС классик, куча писюнов в сторону Blizzard, потому что игра стала сраным казино, в котором убили Gold Farm. Одно дополнение офигительнее другого. Короче, игра споткнулась. И тут же Riot 20 апреля анонсирует свой первый чемпионат мира по Рунтере с призовым фондом в 200 тысяч вечнозеленых. Спустя больше года после релиза. Нет, конечно, там и до этого уже были турниры. Европейские, азиатские, куча локальных, это понятно. Но это будет первый мировой турнир. И это очень круто. Что до самой игры, она настолько лояльна к донату, увлекательна, интересна и очень неплохо сбалансирована. Это реально хорошая игра. И она просто ждала своего часа. Конечно, уже не будет рекордов, высот, оживления жанра ККИ, потому что карты уже реально потихоньку загибаются. Но я вижу в Рунтере огромный потенциал, который Riot только наращивают. Про Teamfight Tactics ничего говорить не буду, для меня это просто режим из LoL. И, конечно, Лига Легенд. Не только самая популярная моба, но и самая популярная онлайн-игра в целом. Конечно, да, она далеко не идеальна, есть проблемы с балансом, хитбоксами, плюс очень сложно в киберспортивную игру вводить что-то новое, не считая чемпионов. Но при этом она должна развиваться, иначе будет стагнация. При этом, по сравнению с тем, что творится в доте, по словам моих товарищей, кто еще в нее играет, Лига тупо идеальна. Так вот, я несколько дней изучал все негативные мнения, пересмотрел, наверное, сотню видосов, отзывов, читал Metacritic с кучей сообщений, там еще за 2012-2013 года, и уже тогда ныли, что в игре все плохо и она не то, что раньше. Что-то мне это напоминает. Единственный правильный вывод, который можно сделать: Лига Легенд — это охрененная игра. Она просто шикарна в миллионах аспектов, но с проблемами, как и в любой другой игре, без этого вообще никак. Но и у Лиги есть одна особенность, которая мешает лично мне в нее погрузиться. Она командная и PvP-ориентированная. И кто-то, наверное, сейчас засмеется. Тьфу, целователь белочек, крабешник ПВЕшный. Да, это правда. К сожалению, у меня нервы уже совсем не те, чтобы активно ПВПшить, потому что то, что творят порой рандомы в Лиге Легенд, скажем так, это мне не очень нравится. А своей консты, которая бы со мной стабильно играла, у меня нет. Не то чтобы проблема ее завести и играть только в пати, но тут уже сказывается моя нестабильность и крайне высокая увлеченность жанром MMORPG в целом. Поверьте, я бы очень хотел погрузиться в Лигу Легенд, но вот как-то не получается. А я бы реально хотел, потому что мир Рунтеры мне безумно понравился. И вот, на юбилейной презентации они показали кучу новых проектов. Анонсировали киберспортивный шутан, собственно, Valorant, анонсировали файтинг, а еще кое-что. Это какой-то Dungeon Crawler? Это Diabloid? Да, лично я поначалу думал, что это Diabloid. Мол, Riot посмотрели на хрень, что творится с Диаблой, и решили замутить свой Diabloid, свою ARPG с невъебенной системой билдостроения. Сначала они это вообще никак не анонсили, можно сказать, лишь показали кусочек маленький геймплея вот этого вот. Но на прямой вопрос про ММО они ответили: вы правда думаете, что мы показали все? Сейчас мы не анонсировали ММО, но это не значит, что мы ее не делаем. Плюс, кроме этого, в Твиттере Марк Мэрилл спросил у игроков еще до всего этого: должны ли мы выпустить ММО? Да или нет? Не надо давать мне надежду. Ну и все, можно сказать, официально подтвердилось после того, как геймдизайнер Грег Стрит, многим известный как Ghostcrawler, сообщил следующее. У меня новости. Моя недавняя работа в Riot заключалась в том, чтобы помогать развивать вселенную Лиги, которая нам понадобится. Потому что уже пора. Моя новая работа — начать большую, некоторые могут даже сказать масштабную игру, которую многие из вас и многие фанаты Riot просят нас создать. По скрипту мы ищем работников. Это ММО. ММО! Для начала
начала очень важно объяснить, кто такой Ghostcrawler. Грег Стрит — это был ведущий геймдизайнер World of Warcraft, который работал в Blizzard около 6 лет. Его триумфальной и последней работой была осада Аргримара. Да, а после его ухода вышел Warlords of Draenor. Напопей скверны. Так вот, он пошел работать в Riot над Лигой Легенд. Плюс давайте вспомним, сколько вообще людей из Blizzard ушли работать именно к Riot. И сейчас этот человек является директором и ведущим геймдизайнером новой MMORPG по вселенной Лиги Легенд. Вы знаете, я неплохо знаю лор Варкрафта. У меня есть хроники 3 тома, я читал все классические книги по Варкрафту, Восход Орды, Вождь кланов, Цена чести. Я рос на этой вселенной. И даже Средиземье, даже мир Толкина для меня не так близок, как Азерот. Хотя со Средиземьем я тоже знаком, читал Сильмариллион, ВК Хоббита, играл в Латро. В общем, не так много вселенных, которые могли бы меня реально увлечь и заинтересовать. Но вот Рунтере это удалось. Когда в принципе началась вся эта движуха с Riot, я начал собирать по ним инфу. И конечно начал изучать Рунтеру. И это оказалось офигенная и реально хорошая контрастная вселенная. Исследовать этот мир нам дадут в новой ММО. На чем же она будет базироваться? Серьезно, меня всегда стебали блогеры, которые по малюсенькому отрезку мыльного слитого трейлера уже могут расписать весь концепт конечного продукта. Ха, как я до этого докатился? Непонятно. Неважно. В чем мы можем быть уверены почти наверняка? Это будет изометрическое ММО. Честно, я не нашел ни одного подтверждения, что именно Project F будет той самой ММО. Вообще ни одного. О чем говорить, я даже самому Ghostcrawler'у в Твиттере писал, пытаясь узнать, так ли это, реально ли новое ММО будет в изометрии. Он, к сожалению, не ответил, глупо было бы рассчитывать на это, но попытаться я был обязан. Но в сторону ММО в изометрии есть несколько важных аргументов, скажем так. Во-первых, Riot не дураки, и они не хотят терять фанбазу Лиги Легенд, которая привыкла к изометрии и варится в ней уже долгое время. А в первую очередь стартовая аудитория новой ММО будет как раз из Лиги, а это, извините, пару лямов игроков в первые полгода. Во-вторых, становится очевидно, что они хотят сделать боевку а-ля экшен-РПГ, то есть похожую на Diablo, похожую на Lost Ark, ну, дабы было как можно больше экшена. В-третьих, зная подход Riot к играм, им чем проще, тем лучше. Главное, идеально выдержанный геймплей, все остальное по ситуации. И изометрия позволит клепать очень много контента в довольно короткие сроки, ибо будет меньше заморочек с левел-дизайном, прорисовкой локаций, рендером картинки, оптимизацией. Преимущества изометрии можно перечислять часами. Конечно, да, я полностью согласен, что классические 3D ММО гораздо лучше работают с точки зрения погружения и эстетики, атмосферы, исследования мира. Как можно исследовать Азерот, Тамриэль и другие миры в 3D — это просто фантастика. И лично я большой фанат именно масштабных 3D ММО. Вот этот фан-арт очень круто отражает такую 3D ММО по Лиге Легенд. С другой стороны, качественно сделанная изометрия даст погружение не хуже. По сути, изометрия — это и есть настоящая классика ММО и РПГ. Ultima, Diablo, первой версии RuneScape, Lineage 1 и после Lost Ark, как мне кажется, эта тенденция на изометрию начала возвращаться. Core Punk, Project TL и вот ММО по Рунтере. Один из главных вопросов, что меня беспокоит, а что там делает Blitzcrank на вот этом вот слитом фрагменте? Если прям детально посмотреть, то у нас бегает чел, который похож на Эзраэля. Девушка по кастам напоминает Люкс, а также Blitzcrank. Я ломал над этим голову очень долго. Перед тем, как сделать видос, я, конечно же, посмотрел ролик Зака, где он сделал предположение, что это, возможно, Пет или Спутник. Нет, это не то. Все решил один единственный фан-арт, который поставил точку в моих размышлениях, и меня осенило. Это фанатская работа по редактору персонажа и выбору класса в новой ММО. И здесь я все понял. Смысл в том, что в мире Рунтера существует 7 фракций. Демасия — это военный бастион, светлый белокаменный, который держится на силе света и светочей. Гарен и Люкс как раз из Демасии. Холодный и суровый Фрельйорд, где живут племена, поклоняются идолам, да истинный лед добывают. Эш, Браум, Триндамир — все они из Фрельйорда. Милитаристическая империя Ноксус. Вторгаются куда ни попадя, хотят под себя подмять всех. Строгий дизайн в архитектуре, культ войны и осадных машин. Дариус и Катарина как раз оттуда. Магический народ Ионии, живущий на исконной земле. Духовное развитие, гармония, магия и баланс. Ну, короче, типичный Кирин Тор. Шая, Ари, они из Ионии. Пиратский архипелаг с Билджвотером. Пираты, корсары, рыбьи хари, Мисс Фортуна, Наутилус. Все это Билджвотер. Сумрачные острова, пережившие магическую катастрофу Земли, где царит некромантия и прочие темные колдунства. Калиста, Мордекайзер, пустынная древняя империя Шурим. Этакий Египет в мире Рунтеры. Древняя цивилизация, утерявшая былое величие после смерти бога-императора. Моя, кстати, любимая фракция. Рамус, Насус, все они дети песков.
Pillwater и Zaun – два города-государства, в которых сидят лучшие изобретатели и ученые. Это такая небольшая техногенная империя а-ля Стальгорн Игнамриган, Хеймердингер, Блицкранг, Джинкс. Есть еще, конечно, Таргон, это такая Греция из мира Рунтеры, Леона, Пантеон. А еще есть джунгли и Шталь, еще не особо исследованный регион, но оттуда Мальфит и Ренгар. Так вот, взгляните на этот фанатский арт. Глядя на него, меня осенило, что это бегают не совсем герои Лиги Легенд, хотя очень близко к ним. Это скорее выбор персонажа из Диабло, из Драгон Неста, но с условием привязки к фракции. То есть у нас есть вышеперечисленные фракции. Вряд ли они будут на старте все, скорее всего только какие-то там первоначальные классические. И вот вы заходите в игру и создаете персонажа. Выбираете фракцию, ну предположим Ноксус, и выбираете персонажей, привязанных к этой фракции. Берсерк, Дуэлянт и так по прочим фракциям. То есть у фракции Пилвотера и Зауна будут какой-нибудь механик, призывающий турели, робот а-ля Блицкранг с хуком и прочими его особенностями. Хотя, конечно, есть вероятность, что будет стандартный выбор раса-класс, это даст более обширное разнообразие, но имхо, концепт именно с уникальными персонажами, классами с привязкой к фракциям, это довольно интересно. Хотя, конечно, фракции в игре не будут значить вообще ничего с точки зрения контента, это не Азерот, где Орда с Альянсом мутузится по поводу и без. Рунтера чуть более мирная с точки зрения фракционных конфликтов, может чисто по сюжету и будет какой-то махач там с неписями, но это вряд ли. Думаю, что в игре будут почти отсутствовать open world PvP активности, и оно будет направлено исключительно на арены и батлграунды. Зато можно предположить, что будет с PvE контентом. Смотрите, абсолютно вся суть игр Riot — это соревновательный аспект. И если бы в MMORPG не был возможен полноценный киберспорт с турнирами, они бы никогда не решились сюда лезть. Причем как PvP, так и PvE. С PvP турнирами все понятно. Арены, БГ, возможно, моба режим прям внутри игры в виде ивента. А вот PvE контент явно будет черпать вдохновение у World of Warcraft. Смысл в том, что WoW самый первый, можно сказать, доказал, что киберспорт в PvE возможен. Чемпионаты по закрытию ключей, когда две команды параллельно друг другу закрывают мифик плюс ключ, кто быстрее. И поначалу, когда это показали первый раз в Легионе, я даже усмехнулся. А потом это оказалось очень залипательной хренью. Этакий спидран данжа в соревновательном режиме. Плюс вспомним великие порталы из Диаблы, плюс рейды, где идет вечная гонка за first kill в мире, в общем-то. И на этом будет строиться весь PvE контент этой ММО. Проходим сюжетную линию, бегаем по локациям, качаемся, одеваемся, может билд собираем, докачиваемся до капа плюс-минус там часов за 40, после чего начинается беготня по данжам и рейдам как WoW, где самое важное для тебя будет в сезоне закрыть определенный данж в определенной сложности и пройти рейд. Ну и попутно делать всякие сюжетки, ивенты, активности. По сюжету же нас, скорее всего, будут мотать по всей Рунтере, так что мы обязательно побываем в разных регионах. Побываем какими-нибудь повстанцами в Ноксусе, победим каких-нибудь лютых некромантов на островах, попытаемся остановить наступление нового бога-императора в Шуриме и куча других всяких интересных развлекух. Плюс, ясное дело, PvP разномастное, да. Все это, скорее всего, в изометрии. Я не утверждаю, но вполне вероятно. С хорошей экшен-РПГ боевой системой, как в Диаблоидах, а также с большим выбором персонажей и билдов. Плюс огромный соревновательный аспект. Ежегодные PvP и PvE турниры в разных режимах с призовыми фондами. А еще игра будет 100% free-to-play, я в этом уверен. Будут, скорее всего, какие-нибудь бусты не особо важные, куча косметики, скинов, возможно, баунтов, эффектов, эмоций. Как бы доить на косметике Riot научились. А еще я абсолютно уверен, что игра выстрелит, потому что над ней работают легендарные ребята. Директором там один из лучших геймдизайнеров World of Warcraft. А подход Riot к изучению рынка и игромеханики позволяет делать им воистину качественные игры, которые при этом пойдут на любом калькуляторе. И почему-то мне кажется, что в итоге мир MMORPG в будущем будет поделен между двумя мастодонтами. Ashes of Creation для тех, кто хочет сэндбокса и разнообразия, и MMO по Рунтере, кто хочет киберспорта и простоты визуала. Плюс к этому, огромным аргументом в пользу Riot является тот факт, что они расширяют свою вселенную в медийной сфере. У них есть те же комиксы, причем большая часть из них доступна совершенно бесплатно в электронном формате. У них есть путеводитель по Рунтере, они делают сингловую игру, они также делают анимационный сериал Arcane. Да, те же Близы тоже всем этим потихоньку, помаленьку занимаются, но далеко не так активно, как мне кажется. Близы выигрывают за счет прошлых игр и классических книг, половина которых уже стала не каноном, ибо редконы. Да, Близы сделали фильм Warcraft, ну точнее его сделали на аутсоурсе, неважно. Смысл в том, что он провалился, решил сыграть на фан-сервисе и упрощениях, и в итоге это не схавал никто. Синематики Близов, конечно, шикарные, реально, но от них давно все ждут полноценного анимационного сериала, да хотя бы в виде слайд-шоу, как их эпизодические ролики вроде «Вождей» или «Ликов войны», хотя бы так, но этого просто нет. А у Riot
есть. Я уж молчу про группу KDA, которые выпускают великолепные треки и клипы. А ведь когда-то у Близов были легендарные вожди Таурены, которые могли бы до сих пор нас радовать старым добрым металлом. В общем, с точки зрения продвижения вселенных, Riot очень опережают Близзардов, когда те лишь паразитируют на ностальгии и старых достижениях. И этот факт стоит учитывать. Плюс, кроме этого, Riot выкупили студию, которая делает Hytale, это такая Майнкрафт-подобная MMORPG, с этим мы тоже еще разберемся отдельно. А MMO по Runeterra, ну, я думаю, это будет такой WoW для зумеров, где будет приятный и компактный open world, скорее всего изометрия с красочными задниками, а также упор на киберспорт как в PvP, так и PvE. Все это будет с хорошей оптимизацией и возможно даже мобильной версией, а также версией для консолей с кроссплеем. И да, я жду эту игру, потому что видя отношение Riot к игрокам, продвижение их вселенной, их философия, их подход к созданию игр, где максимум геймплея, минимум графики и заморочек, хороший неткод и бесплатно без анального доната. Это реально зайдет, и в это будут играть все. Я, конечно, тоже буду. И долгое время я не мог найти себе игру, знаете, такую перспективную, в которую я мог бы в будущем уйти с головой и начать пилить контент чисто по ней. К сожалению, даже WoW мне этого уже не дает, ибо меня смущают его перспективы, да и в нем своих блогеров и стримеров хватает, которые годами набирали аудиторию. А это что-то свежее, перспективное и доступное. И лично по мне, оно того стоит. Остается лишь вопрос, когда игра выйдет. Ну, первые кадры мы увидели в 2019 году в ролике «Игры в разработке», выпуск в честь десятилетия компании. И как раз там засветились эти кадры изометрической экшен-РПГ, где бегали 3 персонажа, напоминающие Люкс, Блицкранка и Эзраиль. Может, это действительно Диаблоид отдельный, а ММО это совершенно другой проект, не имеющий отношения к Project F. Все может быть. Но в любой из этих двух реализаций игру ждет успех. Ибо у Riot есть понимание рынка, понимание механик и кадры, способные это реализовать. Ну и, конечно, средства. А сроки? Ну, учитывая, с какой скоростью был сделан Valorant, карты, TFT, учитывая, что сотрудников над ММО работает явно под 500 человек, если не больше, а также факт, что в 2019 году уже существовал играбельный прототип, я думаю, что к 2023 году игра уже выйдет. Новая информация появится уже этой осенью. Может, даже официальный анонс будет. Ну, на крайняк весной 2022 года дадут много инфы. А сама игра выйдет примерно в середине 2023 года, может быть даже быстрее, если повезет. Все зависит от того, когда нам дадут первые официальные новости и информацию. Но помните, что жанр MMORPG это очень сложно и долго в разработке. Даже для такой простой с точки зрения концепта и левел дизайна. Даже для тех ресурсов, что есть у Riot. Но я буду держать вас в курсе. Если ролик был тебе интересен, не забывай тыкать лайк, оставлять один или несколько комментариев в поддержку, а также заглядывать по ссылкам в описании. Спасибо тебе за просмотр и до скорых встреч. Пока.